Россия не влияет на цены на нефть и вообще-то на газ. На самом деле, Александр не влияет непосредственно по текущим продажам. Мы влияем через инвестиционную политику в долгосрочном плане, там, безусловно. Могу привести пример, где мы серьезно повлияли, но в обратную сторону, на понижение цен. Дело в том, что в течение периода перед кризисом мировым потребление мировой энергии росло очень слишком быстро, на 3 с лишним процента в год, первички все вместе. И, в принципе, никто под это не инвестировал, потому что цены на нефть между 1986 и 2002 годом средний было $20 номинальных за баррель, 18 лет. Просто никто не инвестировал ни в добычу, ни в переработку. Поэтому вот в середине 2000-х, в районе, вот, там был просто работал мир без резервов мощностей в добыче. Там показывали несколько миллионов баррелей нефти тяжелой, на которой нет НПЗ. В Саудовской Аравии. Потом они что-то сделали, но, в принципе, вот середина 2000-х взлет. Но перед этим этот кризис и взлет цен начался бы не в 2005, а в 2003, если бы Россия не выбросила 2 миллиона баррелей в 2002 и 2003 дополнительно. У нас упала добыча, и вот мы прибавили 2 миллиона баррелей в начале 2000-х годов. Это ЮКОС, это многие компании. Чистый прирост 2 миллиона баррелей. И мы тем самым задержали этот ценовой кризис и, кстати, потеряли кучу денег. Вот. То есть пытались заработать при малой цене. Ну, то есть мы влияем, повторяю, вот через очень большие, только при условии больших объемов. В условиях кризиса мы вели наши добычи и все прочее практически плоские по нефти, и мы не участвовали в сокращении добычи, которая осуществил ОПЕК, очень существенные 3-4 миллиона баррелей в 2009 году. Они сбалансировали рынок назад, потому что там было август 2008 года 147, к декабрю было там, ноябрю-декабрю было 30. Они ввели ограничения на добычу и восстановили цену в районе там, 80 довольно быстро. Вот средняя годовая еще была 61 в 2009 году, но к концу года уже были приличные цены, которые, в общем, строго говоря, до сих пор и стоят. Там, вот в этот коридор мы вошли тогда. Вот, поэтому, но мы не оказывали непрямого воздействия на рынок, что было нормально встречено на Западе, но были жалобы со стороны ОПЕК, почему мы, говорит, несем всю, цены хорошие у всех, а издержки несем мы. Факторы, которые влияют на цену на нефть, если они вообще влияют, можно разделить на две части. Первое – это факторы, которые носят действительно долгосрочный характер. То есть это вопросы жизни будущих поколений и так далее. В первую очередь, это наличие этой самой нефти. То есть сколько ее есть. Вообще просто в недрах, в наших, в Саудовской Аравии, в мире. И это на самом деле главный фактор, потому что когда это кончится, она будет безусловно дороже. И это произойдет даже вне зависимости от того, что скажет Бен Бернанке или наш господин Кудрин или кто-то другой. Но это произойдет, потому что она просто будет кончаться. И в этот момент, потому что мы знаем с вами один главный закон. Технический прогресс неотвратим. Сначала были дрова, потом был уголь, как доминирующий энергоноситель. Говорят, что следующее будущее газа. Если мы возьмем, допустим, стратегию Шелла, там ориентация идет на газ. Ну и другие компании. Ну, тут я не скажу, какой будет энергоноситель, потому что, может быть, он будет тот, который мы не знаем, потому что эдисоны, они рождаются сами по себе, и какие-то открытия иногда происходят вне зависимости. Этим невозможно управлять. И вот этот фактор, я отмечу то, что произошло в прошлом году в отношении этого фактора. Этот фактор, он на самом деле влияет. В прошлом году у нас обеспеченность, вообще вот если кто-то знает, есть такой показатель, называется обеспеченность запасами. Это количество запасов нефти, поделенное на добычу в доступной форме. У нас было последний год, вот прошлый год, было порядка там 48, по-моему, лет. То есть на 48 лет было этой самой нефти. В прошлом году Ирак сильно пересмотрел запасы, и вот эта обеспеченность выросла показатель по меру до 59 лет. Это очень много, если мы возьмем с вами прирост вот на 10 лет, то есть получается, что еще 10 лет мы могли бы прожить за счет вот этой западной корни, которую там вот Ирак пересмотрел запасы. Это вот один момент.
Значит, второй момент. И вот он влияет. Что касается вот таких вот краткосрочных трендов, да, что сегодня 107, завтра 108, это действительно не имеет значения. На этом зарабатывают отдельные лица, которые сегодня зарабатывают, завтра не зарабатывают, наоборот. И это игра, в которой мы в этом празднике жизни не участвуем. При желании государство могло бы, допустим, в лице уполномоченной компании или как-то хеджировать свои риски ровно так же, как это делают нефтяные компании. Но, тем не менее, практики такой за государствами не замечены. Другие государства этого не видно, чтобы делали. Вот. Но, может быть, это, например, такой шаг, почему нет, почему не пойти на биржу. Биржа – это игра. Речь идет вот об этих вот тиках, вышли повстанцы или не пришли повстанцы. И вот там обалделые трейдеры, вот там они думают, так или сяк это будет. И как влияет, так влияет. То есть это не глобальная тенденция. Глобальная тенденция есть две. Это инфляция, которая есть, потому что если мы возьмем $100 сегодня и $100, допустим, 10 лет назад, это будет, наверное, совсем другие деньги. Есть одна вещь, которая, может быть, надо было бы посоветовать правительству, если оно нас услышит, может быть, через вас. Это то, что действительно мы на этом празднике жизни последняя компания, последняя страна. Да? Мы не участвуем как инструмент влияния. Да, Соединенные Штаты участвуют. Соединенные Штаты являются крупнейшим потребителем энергии на Земле. Это очень крупный потребитель. У него есть интересы, как у потребителя. Мы не участвуем, мы только продаем. Вот мы продали там, схватили, потащили деньги сюда, пошлину получили, все на этом закончилось. Есть, наверное, способы, в том числе, может быть, и через биржу, но нужно обозначить, наверное, позицию государства и понимание того, что запасы исчерпаемые, что нефть – это тот ресурс, который находится в недрах, и когда-то он закончится, и что мы относимся к этому с уважением, и это наш плюс, а не есть сырьевой придаток. Это вот то, что я хотела отметить. Второе обстоятельство. Нас ждет в ближайшие годы такие некоторые изменения в структуре глобального энергетического баланса. Соединенные Штаты Америки проводят определенные действия, разумные, достаточные, которые приведут по перестройке своей нефтепереработки, использования других энергетических ресурсов углеводородного сырья, в том числе канадских нефтей. Это означает, что ресурс Саудовской Аравии уйдет в значительной степени из Соединенных Штатов Америки. Как к этому подготовилась Саудовская Аравия? Они начали строить очень шикарные, я бы сказала, современные нефтехимические комплексы. Нефтехимическая привязка Саудовской Аравии, которую они сделали, это очень разумный шаг. Строятся шикарные, огромные пиролизы, которые будут производить современную продукцию, высокоэффективную. То есть они готовятся к тому, что их выкинут с этого рынка, и чтобы они не оказались с этим ресурсом. Нельзя увеличить, выкинуть какой-то объем на рынок, и его никто не купит, потому что потом некуда деть нефтепродукты. Спрос на нефтяном рынке всегда сбалансирован с предложением. Сколько добыли, столько переработали. Больше ее просто некуда деть, потому что это именно такой специфический товар, который никому не нужен. Вот, его нельзя накопить, закопить и так далее. С 2008 года у нас как бы такие двоякие изменения. С одной стороны, экономика стала сильнее зависеть от цен на нефть, ну, сильнее в том смысле, что более высокие уровни нужны, чтобы обеспечивать, так сказать, там, тот же уровень баланса бюджета. То есть, действительно, вопрос равновесной цены. В 2008 году при 60 был сбалансирован бюджет, а до этого вообще при $20-30 за баррель. А сейчас, как уже упоминалось, там выше $100 за баррель у нас при этой цене балансируется бюджет. А второй момент – текущий счет, да, то есть торговый баланс, по сути, тоже балансировался там, при цене на нефть 40-50, сейчас нужно уже $80-90 за баррель, чтобы он был сбалансирован. С другой стороны, с момента кризиса России, вот особенно банковский сектор, существенно снизили зависимость от внешних рынков капитала. То есть если в 2008 году у нас порядка 20% банковских активов финансировалось внешним долгом, сейчас только 13%. То есть все-таки тот факт, что внешние рынки перестали быть, рынки капиталов, открыты в таком постоянном режиме, это, конечно, заставило, так сказать, ориентироваться на внутренний рынок. И потом, я думаю, есть еще соображения, такие настроения, в общем-то, ожидания ослабления рубля, да, в свете вот растущей зависимости от нефти,
как раз достаточно логично сейчас заимствовать, накапливать долги в рублях. Поэтому в целом, вот, конечно, моя обеспокоенность связана с тем, что, в общем-то, чувствительность к нефти, она растет, и она не компенсируется тем, что как бы мы стали менее зависимы от состояния мировых капитальных рынков, финансовых рынков. Вот. То есть у нас больше фокусировка происходит именно на движении цен на нефть. И, кстати, именно поэтому российский фондовый рынок и российский финансовый рынок в целом, он сейчас гораздо более коррелирован, да, с ценами на нефть. То есть, действительно, если до кризиса можно было на разные факторы смотреть, определяющие динамику котировок акций, облигаций, то сейчас это очень сильно связано с динамикой цен на нефть, на мой взгляд.